Еще один ящик собрал. Прошла неделя. Вот, друзья, а с ними ничего не случилось. Кое-где они пожелтели, пожухли, но в основном зеленые листья. Вот такой вот великолепный сорт. Вот, друзья, невысокий. Подвязал немножко на колышек, и до сих пор они цветут и дают урожай, а на дворе уже сентябрь. Были когда в сентябре в начале заморозки, а сейчас пока нет, и наслаждаемся зеленой ботвою помидор, цветами и самими помидорами. Вон, видели же, целый таз набрал, друзья, целый таз помидор, вот так вот. Вот, друзья, такое вот великолепие на Селигере. Гляньте, никаких усилий не прикладывая, а я все лето с помидорами и все лето с салатом. Каждый день салат из свежих помидор. Что может быть лучше, когда ты не заморачиваешься, а кушаешь только одни салаты? Заправляй кто чем любит. Вот такое вот великолепие. Дозрели в отдельный ящичек, и оттуда они в салат. Вот эти, друзья, эти у нас на поедание. Ешь не хочу, отрывайся по полной программе до зимы. А зимой уж, друзья, будем ждать лета. Вот такое вот великолепие. Сорт челнок, друзья. Что еще нужно? Вот, друзья, живем на Селигере, живем огородом. Я снова иду в свой парничок. Прошла еще одна неделя, и мои помидоры все еще стоят и дают результат. Вот, друзья, конечно, их уже не так много, как было раньше, но все равно они есть. Все равно на салатик-то точно хватит. Вот такое великолепие. Немножко пожухла листва, немножко уже появилась где-то фитофтора, но в основном сами помидоры зеленые. Вот этот куст вообще зеленый, а тот дальний так и не заболел до конца. Вы поглядите, самый дальний, самый лучший куст оказался, а был посажен позже всех. Вот такое великолепие, друзья. Помидоры челнок на Селигере. Да, друзья, вот такая вот прелесть. Самая настоящая прелесть. Вот, все лето. Не ходим вокруг да около, а только вот такие тазы и такие вот ящики. Вот, друзья, все отлично. Вы гляньте, немного помидор, а какой урожай они дают. Какой урожай. Зеленые, но они дозреют. Особенно, я говорю, сумасшедшие вишни Барри. До декабря месяца, до января зреют. Остальные могут у вас погибнуть. Но вот сумасшедшие вишни Барри я бы рекомендовал всем. Отличный сорт для дозревания. Смотрите, друзья, вот такая вот прелесть на Селигере. Гляньте, вот целый таз сумасшедших вишен Барри. А всего-то у меня было 7 кустов. Вот так вот. И они вот сейчас в декабре вот такие желтые, как в том тазике, видите? Вот подходят прям прекрасно. Для яичницы великолепно, да и так. Но я в основном предпочитаю яичницу с колбасой. Так что вот такие, друзья, дела. Вот, великолепно, друзья. Что еще нужно на Селигере? Ничего не нужно. А сейчас пойдем вот в холодильничек, и из холодильничка, друзья, достанем салатик. Каждый день салатик. Каждый день, друзья. Помидоры есть еще, огурцы есть, и у нас салат каждый день. Вот такое вот великолепие, наслаждение селигерское. Мы живем на подножном корму. Огурцы, помидоры, петрушка, укроп, салатик. Вот так вот, друзья. Селигер нас кормит.
Да. А я снова пришел, друзья, в свой огород. Маленький огород, и снова начну собирать томат-челнок. Уже практически середина сентября. Но дождей нету, стоит тепло, а самое главное, друзья, пока нет заморозков. Селигерский мороз еще не пришел к нам, и поэтому сорт челнок дает урожай. Вот, друзья, великолепие, самое лучшее. Смотрите, какая гроздь. Прям берем и срываем туда. Здесь уже ждать нечего. Видите, уже мелкие. Я боюсь, что они не дозреют, поэтому я их срываю, друзья. Практически все срываю с куста, потому что уже середина сентября. Тут уже от погоды ждать нечего. Нужно собирать все, что есть. У нас это так, утром проснулся, и все крыши белые, и твои помидоры все погибли. Все, там достаточно +2, +3. И все, друзья, и останемся без помидор. А в ящиках, как вы видите, они прекрасно дозревают. Так что вот такие дела. Кто-то скажет, они не такие вкусные. Я с вами согласен. Они не такие вкусные будут, если бы они зрели на кусту. Не такие сладкие. Но мы все-таки на Селигере. Это Тверская область, где, между прочим, в середине июня заморозки и в сентябре заморозки. Тут, друзья, это вам не юг. Тут что есть, то есть. Тем более, что все это растет в открытом грунте, без парника. Вы поглядите. И, между прочим, помидоры, которые в открытом грунте, без парника, они лучше вызревают, они вкуснее. Так что вот такие дела. Под солнышком, на ветру, дождичек полил. Да, конечно, мороз может все шарахнуть. Да и град может все шарахнуть. Вот видите, такой вот великолепный сбор. В середине сентября, вы поглядите, какие прекрасные помидоры. Сорт челнок, друзья, который не требует посынкования и который растет высотой 40-45 сантиметров. Вы посмотрите, вот такая прелесть. Вообще зеленый куст, вы поглядите, зеленый куст ничем не болеет. Это середина сентября. Вот так вот, друзья, вот такой вот отличный сорт, который не требует к себе внимания, и вы просто ходите и собираете помидоры тазами. А всего-то у меня 8 кустов я посадил. Вот этот один ряд. А сколько помидор он мне дал? Вы прикиньте, друзья, всего-то 8 кустов. С каждого куста можно собрать по ведру помидор, которые идут и в засолку, и в консервирование. Вот такая вот прелесть, друзья, на Селигере. Просто приходите и собираете помидоры друг за дружкой. Вот такое вот великолепие, друзья. Берем и спокойненько срываем. Берем и спокойненько срываем и кладем в ящик. Вот так вот, проходя каждый кустик, который в середине сентября еще зеленый. Где-то есть уже и красенькие. Вот такие дела. Да, друзья, великолепный сбор помидор на Селигере. Великолепный. Вы всегда будете с помидорами для того, чтобы ничего не делать, а собирать каждый день, раз в неделю, раз в 2 недели, когда вам удобно. Вот такие вот великолепные плоды, которые вкусные и в консервировании, и в салате, и которые хранятся, может быть, не так долго, как Чио-Чио-сан и сумасшедшие вишни Барри, но все равно, друзья, они хранятся в ящиках, и они дозревают, и не требуют к себе большого внимания. Вот такое великолепие на Селигере. Гляньте, сорт челнок.
Отлично, друзья. Собираем потихонечку помидорка за помидоркой и кладем в ящик. Что еще нужно? Вон, какая огромная кисть. Вы поглядите, друзья, какая огромная кисть. Вот такое вот великолепие. Да, друзья, у нас на Селигере все очень просто, как на юге. Воткнул палку, написал на ней челнок, и вдруг вот эта палка зацвела, появились листья на палке, потом появились цветы, и потом уже начали вызревать помидоры. Волшебная страна Селигерия. Что еще нужно, друзья? Потихонечку приближаемся к югу. Почему я об этом говорю? А потому что у нас начало декабря, а на улице стоит +1, +2. Еще льда не было на озерах. Когда это было? Раньше, я помню, давно, в 80-е годы, начало ноября, а уже рыбаки ходили на окуня, ловили щуку по льду. А сейчас декабрь на носу, а снег еще только выпал, и он, может быть, растает. Как меняется погода, друзья. Вот такие вот дела. Поэтому вот в середине сентября мы, как на юге на Селигере, собираем помидоры, сорт челнок, и кладем вот в ящик. Что еще нужно, друзья? Сорт челнок. Сорт для ленивых, который не требует пасынкования и который прекрасно растет на Селигере. Посадили и забыли. Вот что нужно. Больше, друзья, ничего не нужно. Нужно только прийти с большим тазиком раз в неделю и обобрать их, высыпать в ящики рядами, переложить газеткой, отложить больные помидоры, и все. И больше ничего не надо. Больше ничего не надо. Наслаждайтесь рыбалкой, ходите купаться, ходите за грибами. Что еще надо? Ничего, друзья, не надо. Вот такой вот великолепный сбор помидор. Вы поглядите, друзья, и ведь устанешь вот так вот собирать. Это вам не за ягодой. Да, друзья, такое вот великолепие. Да, ягодка-то она легкая, а это по 70 грамм. Как гирьки маленькие таскаешь. Какой тазик я набил, а? Килограмм 10, наверное, в нем. Вот такое великолепие. Сбор помидор на Селигере. Да, друзья, пойдем высыпать. Нет, вот, наверное, здесь еще надо посмотреть. И здесь где-то у меня был сорт челнок. Да, друзья, кругом одни помидоры. Кругом одни помидоры, которые пойдут и в консервирование, которые пойдут и в салат, которые мы будем кушать и летом, и зимой, и поздней осенью. Дай Бог бы и до весны хватило. Вот так вот. Великолепный сбор помидор на Селигере. А этого я уже упустил. Выкинем. Да, друзья? Сорт челнок. Лучший сорт. Прошло еще немного времени, и я снова иду к своим помидорам. 20 число сентября. Вот такое вот ведро, друзья, я набрал уже. Вот смотрите, сорт челнок, да, а листья уже пожухшие, но все равно даже практически в конце сентября, в 20-х числах, они, эти помидоры, дают урожай. Гляньте, они еще цветут. Вот, здесь немножко болеют фитофторой. Где-то что-то я еще оставил. Немножко пожухшие кусты, где-то покрытые пятнами. Но вот здесь вот вообще зеленый практически, и тоже цветет. Вот такое вот великолепие. А вот этот вообще зеленый, вы посмотрите, какой хороший куст, который самый поздний посажен.
И там тоже, друзья, вот такой вот зеленый куст практически в конце сентября. Такое вот великолепие помидор на Селигере. Все, друзья, пришел воевода Мороз на Селигер. Хватило -2, и все. На этом мой помидорный рай закончился. Скажете, а вот ты деньги экономишь не в парнике. Друзья, да мне и этого хватит. Вот ей-богу, этого хватит. Здесь я даже не обобрал. Так что вот, друзья, вот так вот пришел Мороз, и моя помидорная эпопея закончилась, да. Вот они, великолепные помидорчики, великолепные. Сорт челнок. Вы гляньте, вот такая вот прелесть, да. А вот такие вот, друзья, помидоры у меня были этим летом. А вот это, друзья, семена, это помидоры, в середине огурцы, а справа сумасшедшие вишни-бари. Все, что я сажаю, это сорта. И огурцы тоже сорт. И помидоры, сумасшедшие вишни-бари, тоже сорт, которые дали, можно сказать, самый лучший результат. Дальше был Чио-Чио-сан, а потом сорт челнок. Вот так вот. Вот так вот, друзья, мы с вами живем на Селигере. Вот такие вот замечательные у нас заготовки. Вот. Но для того, чтобы вы кушали помидоры все лето, конечно, я использую химию. Родомилт Голд. Да, надо через 10 дней прыскать 4 раза. Так я и сделал. И поэтому до конца сентября, друзья, я был с урожаем. Эти помидоры, после того, как я прыскаю, я откладывал их в отдельный ящик, и после этого только через месяц кушал. Ну, конечно, обязательно помыв. Хотя и дождик лил, и поливал, так что без химии нельзя. Я уже удручен горестным опытом. Сколько раз, друзья, я терял весь урожай, когда не прыскал. Никуда не денешься. Фитофтора – это такая болезнь, от которой ты, друзья, никуда не денешься. Она придет к тебе и погубит весь твой урожай. Погубит все кусты помидор. Они будут черные, и на них не будет плодов. Поэтому для того, чтобы был урожай, прыскаю. Вот так вот, друзья. Вот такое вот великолепие на Селигере. Да, приходится немножко поработать. Что же делать? А вот, друзья, мои семена. Это семена огурцов. А вот это семена помидор. Вот там вот помидоры, из которых я после буду делать семена. Вот потихонечку срываю и убираю на чердак. А вот здесь вот в семенах укропа, которые я тоже делаю семена, лежат мои помидоры. Тут и Чио-Чио-сан, тут и сорт челнок, тут и монгольский карлик. Вот такие вот у нас дела на Селигере. И я еще раз вам советую сажать сорт челнок.